Здесь я гуляю, здесь общаюсь. Так я узнаю о погоде на улице. Короче, если кто не понял, это мой компьютер. Так, стоп. Что-то опять не то рассказываю. Все началось не с этого. Все началось с чайника.
Всем привет! Поскольку проекты, которые я делаю, получаются все сложнее и требуют объяснения, я решил в конце каждого видео записывать небольшие пояснительные ролики, в которых я буду рассказывать, как работают эти девайсы. Итак, начнем с проекта Хотабыч. Сделал его на базе микроконтроллера ESP32. Схема подключения тут очень простая. Под видео будет ссылка на сам скетч и подключение. К сожалению, у меня в студии нет Wi-Fi, поэтому Хотабыч будет работать автономно. Но во время пояснения я буду показывать его работу из дома. Давайте подключим прибор. И мы видим первый запуск. Значит, тут показывается заставка соединения длительностью где-то 10 секунд. Для чего это сделано? Для того, чтобы прибор успел подключиться к Wi-Fi и к серверу на YouTube. После подключения уже пойдет главная основная заставка, на которой будет написано Хотабыч студия 0305. По-моему, здесь тоже 10 секунд заставка идет. В общем, после этой заставки идет блок подписчики, а точнее количество подписчиков на вашем YouTube-канале. Тут длительность этого блока составляет уже 15 секунд. И обновление с YouTube каждые 10 минут. Третий блок. В этом блоке показывается последнее или крайнее ваше видео, которое информирует вас, сколько всего просмотров на этом видео в данный момент. Как и другие блоки, он показывается ровно 15 секунд. Как он работает? Находит он это видео по ID, берет последнее и делает запрос его статики на данный момент. А обновление этих блоков запрашивает каждые 20 минут. Дальше идет блок общее количество просмотров за все время на вашем YouTube-канале. Как это работает? Данные также берутся из YouTube и обновляются каждые 10 минут. Значит, получается у нас пятый блок. Пятый блок — это квота. Квота показывает, сколько единиц IP потрачено за сутки. Для чего нужна квота? Квота ограничивает число запросов по IP за сутки, чтобы защитить сервера от перезагрузки. Поэтому общее количество квоты в сутки вам дают ровно 10 тысяч единиц. Вот, к примеру, в данном скетче расходуется всего 7400 единиц на 24 часа. И у вас в запасе остается еще 26% квоты. Потом новые сутки и квота обновляется. Дальше, по-моему, шестой блок. Он показывает время работы без перезагрузки прибора. Как он работает? Считает разницу от старта самой программы. Он, кстати, работает автономно без интернета. Следующий блок — это блок прирост, а точнее общий прирост просмотров на канале за последний час. Работает он очень просто. Сравнивает текущие просмотры с теми, что были 60 минут назад. Сохраняет все это в памяти, и цифра обновляется каждые 60 минут. Но он не всегда корректно работает, так как на самом сервере YouTube крайне нестабильно обновляется главная цифра просмотров. Ну и последний блок — это время. Здесь он показывает время, дату, день недели, и все это синхронизируется через интернет. Ну и опять по новой заставка, подписчики и так далее. В общем, полный цикл работы этих блоков составляет 115 секунд. Ну, я думаю, здесь все вам объяснил, поэтому если будут вопросы, пишите в комментариях под этим видео, я постараюсь на них ответить. В общем, на этом у меня все. Всем пока.